Ранним утром 15 сентября 1916 года из тумана, окутавшего реку Сомма, послышался странный звук. Это был нарастающий мерный гул, сопровождающийся металлическим лязгом. Звук становился все громче, пока, наконец, из тумана не показались гигантские бесформенные силуэты, напоминающие мифических чудовищ. Эти, казалось бы, неудержимые монстры упорно продвигались вглубь оборонительных позиций немцев, плюясь во все стороны огнем и круша все на своем пути. Во времена Первой мировой войны реакция любого немецкого солдата, сидящего в окопе на неуклонно ползущее по полю боя чудовище, была довольно предсказуемой. Возникал вполне закономерный вопрос: да что же это такое вообще? Громадина, стоящая перед нами, это самый первый боевой танк Марк-1. И единственный в мире сохранившийся Марк-1 в данный момент делает именно то, что он и должен делать — прорывать вражескую оборону. И когда вы приходите в Бовингтонский танковый музей, вы видите эту машину одной из первых, машину, которая положила начало столетней истории танкостроения. Все началось со странного сотрудничества между экспертом в сельскохозяйственной технике и инженером авиации ВМС Великобритании. Триттон и Уилсон пытались решить насущную проблему: как прекратить позиционную окопную войну, которая заморозила Первую мировую на несколько лет. К ним пришла идея использования сельскохозяйственного трактора как базы для новой машины. Они развернули трактор задом наперед, переместили двигатель в центр и закрыли корпус листом стали. Так на свет появился «Малыш Вилли» — первый танк. Сейчас мы находимся среди танков первого поколения. Это танки Марк-2, Марк-А Whippet и Renault FT-17. А почетное место по центру занимает «Малыш Вилли». Это их прародитель. Первый танк, который оказался относительно успешной машиной. Он был построен комитетом по сухопутным кораблям, который создал сэр Уинстон Черчилль. Комитет, будучи военно-морской организацией, применял в танкостроении морские термины, которые мы используем и по сей день. Например, нос, люк, спансон. Но у малыша Вилли был ряд проблем, одной из которых была проблема с гусеницами, решить которую так и не удалось. Они не справлялись с возложенной на них задачей. Танк просто не мог преодолеть препятствия. Если говорить о мягком грунте, гусеницы неплохо себя проявляли. Но вот окопы танк просто не мог преодолеть. Это привело к появлению знаменитой ромбовидной конструкции, которая у нас теперь ассоциируется с танками Первой мировой. Машине придали продолговатую ромбовидную форму, чтобы она лучше справлялась с непосредственными обязанностями — прорывом обороны и преодолением окопов. Максимально поднятые вверх ленивцы не давали танку застревать при сползании в окоп, а ведущие колеса, наоборот, максимально вынесли назад и вниз. В итоге получились маленькие сухопутные броненосцы с казематным размещением вооружений. В таком виде первые танки вышли в бой. А сейчас мы идем рядом с превосходной копией танка Марк-4. И сразу можно понять, что это явно не быстрая машина. Да, это точно. Его скорость на поле боя составляла 6 км в час или 4 мили в час. Но если вы немецкий солдат, который видит, как эта громадина движется в вашу сторону и ведет огонь из своих орудий, это явно оказывает сильное эмоциональное воздействие. Это наверняка было очень пугающее зрелище. Можно отчетливо рассмотреть характерный ромбовидный корпус, который позволял машине с легкостью преодолевать препятствия. Например, окопы или проволочные заграждения. Здесь установлена укороченная 6-фунтовая пушка, не такая длинная, как на Марк-1. А на другой стороне спансона установлен пулемет Льюиса. Ну и, конечно, одним из главных отличий Марк-4 от Марк-1 была его значительно улучшенная броня. Она защитила бы разве что от мелкокалиберных снарядов, но все же шансы выжить повышались. Для транспортировки по железной дороге спансон задвигался внутрь корпуса. Еще одним важным отличием Марк-4 от Марк-1 был его двигатель, который переместили. Но чтобы это увидеть, мы должны забраться внутрь. Итак, мы внутри Марк-4, в его носовой части, где находятся места командира и механика-водителя. Ты сказал место водителя, но только потому, что у меня есть доступ к рычагу коробки передач. Еще есть педаль тормоза, педаль сцепления, а также акселератор и тормозные рычаги. Но вот чего у меня нет, так это приборов направления движения, и я бы сказал, что это все же проблема для мехвода. Управление, в принципе, является проблемой для этой машины. В те времена требовалось 4 человека, чтобы управлять ею. Это половина экипажа. Совершенно невероятно. Командир также выполнял обязанности помощника мехвода. Здесь у меня есть 2 рычага управления бортовыми тормозами, слева и справа. Командир был еще и носовым стрелком, так что забот у него хватало. А еще здесь есть небольшая пистолетная
бойницы, чтобы вести огонь из револьвера во время преодоления окопов, если самого танка вдруг было недостаточно. Толщина брони составляла около 10-12 мм. Этого было достаточно, чтобы выдержать попадание пуль мелкокалиберного оружия. Но смотровые щели оставались уязвимым местом, и ранения осколками пуль были обычным явлением. Сейчас мы в главном отделении экипажа, и прямо посередине установлен двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Любой член экипажа может запросто об него обжечься. Позади двигателя в задней части танка находится трансмиссия. Можешь только представить, Ник, какие были проблемы с таким расположением двигателя. Во-первых, коммуникация между танкистами. Шум от двигателя, вероятно, был просто ужасный. А еще здесь было темно, ведь свет от камеры точно отсутствовал. Плюс еще шум. Командиру явно приходилось несладко. Танк, конечно, не был бы танком без орудия. И здесь расположена первая из двух 6-футовых пушек. Снаряды хранятся по всему танку, и в демонстрационных целях мы передадим один снаряд нашему наводчику. Итак, берем снаряд и кладем его на зарядный лоток. К сожалению, задвинуть снаряд в казенник полностью нам нельзя. Закрываем затвор, оптический прицел находится сверху. Отличная прицельная система с двукратным увеличением. И огонь! Несмотря на то, что в ходе первой танковой атаки из 32 машин 5 застряло, а 9 вышло из строя, оставшиеся машины в полной мере показали потенциал нового оружия. Атака на Сомме 15 сентября 1916 года ознаменовала рождение новой эпохи. К концу Второй мировой войны танки играли одну из ключевых ролей на полях сражений, и это было лишь началом триумфального развития гусеничных боевых машин.